Не секрет, что звук в любом видео очень важен. А вот такой звук можно получить буквально за копейки. И еще записывая сразу на телефон. Меня зовут Артем, давайте по порядку. Это микрофон Boya M1 Pro 2, новая версия. И стоит он порядка $20. Весь звук в этом видео будет записан как раз на него. Открывая коробку, мы видим микрофон, длина провода целых 6 метров, а в конце разъем 3,5 мм. Крепление, так называемый крокодильчик, и небольшая ветрозащита. Позже мы опробуем ее на деле. Большая часть провода скручена и можно пользоваться оставшейся длиной. Если для вас 6 метров, например, много. Сам микрофон представляет собой небольшой цилиндр, который мы закрепляем в крокодильчике и цепляем его аккуратно на одежду. И если надо, дополнительно насаживаем ветрозащиту. Также вот такой цельный бочонок с двумя переключателями. Важно, для работы ему батареек не требуется. И весит он совсем немного, как может показаться. Первый переключатель снижает записываемые звуки на 10 дБ. К примеру, если вы в шумном месте, это даст исправить звук еще на этапе записи и не оглушать зрителя. Второй выключатель меняем в зависимости от того, куда записываем звук. Сейчас я записываю на телефон, соответственно, выключатель внизу. Смартфон. Если что, для компьютера такое же положение. А если запись идет на камеру, ставим положение камера. Теперь же давайте к тестам, записывая на простой iPhone. Это звук без обработки в простом помещении. А это уже звук с минимальной обработкой, его вы слушали все предыдущее время. Это пример режима минус 10 дБ, но я на монтаже уравнял уровень громкости с обычным режимом. А так звучит просто режим минус 10 дБ без вмешательства. Сейчас мы находимся на улице, рядом трасса, идет даже дождь и сильный ветер. И вот так вот звучит микрофон без обработки. Раз, два, три, четыре, пять. А вот такой вот звук мы получаем, если снять ветрозащиту. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы слышите звук уже с минимальной обработкой. Раз, два, три, четыре, пять. А это у нас уже режим минус 10 дБ. Звук я опять же поправил на монтаже и уравнял с обычным режимом. А вот так режим минус 10 дБ звучит, если вообще ничего не трогать. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, вопрос. Как записывать на телефон? Если у некоторых андроидов и старых айфонов есть разъем 3.5, и с этим вопросов не должно быть, просто вставляем и записываем звук. Как быть, если нету этого разъема? К примеру, моего айфона для начала берем оригинальный переходник с Lightning на 3.5, либо с Type-C на 3.5. Очень важно, чтобы это был реально оригинал. Стоить он будет примерно как микрофон, но такова цена. Можете взять бэушный, но уже на свой страх. А если это Android, важно, чтобы переходник был с возможностью подключения микрофона. Дешевый какой-нибудь за пару долларов вообще не подойдет. Тут надо просто постараться и найти качественный проверенный вариант. Дальше скачайте бесплатное приложение ProMovie, выберите ваш появившийся микрофон. Может, что и без установки приложения у вас сразу все заработает. И все, стандартное приложение диктофона, и записывайте сколько хотите. Лично у меня iPhone записывает не хуже камеры, а даже лучше. Тут практически отсутствуют шумы на фоне. И еще уточнение, какой бы у вас микрофон не был, важен сам инструмент звукозаписи. Если вы будете делать это на старый какой-нибудь телефон, результат, конечно же, будет хуже, чем у iPhone либо какого-нибудь профессионального рекордера. Вот и все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, оценивайте видео и до скорого.